Приветствую, друзья! Планета переживает настоящий хаос. Катаклизмы следуют один за другим. За один день планета получила десятки ударов, и кажется, что природа не собирается останавливаться и только набирает обороты. Это реальность, которую уже невозможно игнорировать. Ну а мы начинаем и переносимся сразу в США. Мощный зимний шторм обрушился на северные и центральные штаты США, приведя к транспортному коллапсу в одном из самых загруженных периодов года – после Дня Благодарения. Предупреждение о зимнем шторме получили более 50 миллионов человек в 10 штатах, от Южной Дакоты до Нью-Йорка. Шторм, зародившийся в скалистых горах, превратился в полномасштабную бурю, принесшую сильный снег, порывистый ветер и условия, близкие к метели. В ряде районов, включая Айову, Иллинойс, Висконсин, Индиану и Мичиган, выпало от 15 до 30 сантиметров снега. В некоторых местах, например, в Северной Айове, к утру субботы уже выпало более 20 сантиметров. В юго-восточной Небраске и других районах наблюдается налипание льда из-за смеси мокрого снега и дождя. Город Гейлорд в штате Мичиган зафиксировал самый сильный снегопад в День Благодарения за всю историю наблюдений. Непогода вызвала серьезные проблемы для миллионов американцев, возвращавшихся домой после праздников. Около 45 автомобилей попали в массовую аварию на заснеженной дороге в американском штате Индиана после снегопада. В крупных аэропортах, включая международный аэропорт О'Хара в Чикаго, были отменены сотни рейсов. Дороги стали скользкими и покрытыми снегом. Полиция штата Миннесота сообщила о более чем 400 авариях и съездах с дороги за последние сутки. Водителям в эти дни настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок. Синоптики Национальной службы погоды предупредили, что штормовая погода сохранится в ближайшие дни. Сильный снег и порывистый ветер создадут опасные условия для путешествий, снижая видимость практически до нуля на открытых участках дорог. Ожидается, что шторм продолжит движение на восток и к воскресенью достигнет внутренних районов северо-востока страны. В сербском городе Крагуевац произошло обрушение участка дороги и подпорной стены в районе комплекса «Центр передового опыта». Инцидент был вызван продолжительными дождями, обрушившимися на центральную часть Сербии. В результате обрушения никто из жителей или рабочих не пострадал, однако, как сообщают местные СМИ, устойчивость остальной части склона и прилегающей территории по-прежнему находится под вопросом. Предполагается, что почва на строительной площадке была смещена из-за погодных условий и продолжительных осадков, которые привели к перенасыщению грунта влагой. На месте происшествия немедленно прибыли компетентные службы, полиция и представители строительной инспекции. Территория была оперативно оцеплена. В настоящее время проводится оценка ущерба. Специалисты изучают состояние оставшихся конструкций и почвы для предотвращения дальнейших обрушений. Шторм Адель, охвативший Грецию, привел к серьезным последствиям. Проливные дожди, град и грозы вызвали наводнение и значительный ущерб в нескольких регионах, включая столицу Афины и ряд островов Эгейского моря. Вчера утром и ночью на Афины обрушились сильные дожди и грозы. Национальная обсерватория за несколько часов зафиксировала до 52 мм осадков в Фалиро и 50 мм в Алимосе и Кефисии. Интенсивные осадки привели к наводнениям на городских дорогах и нарушению движения транспорта. Ранее на этой неделе сильные ливни уже вызывали наводнения на других греческих островах, таких как Лесбос, Миконос и Парос. Там из-за стихии закрывали школы и вводили красный уровень опасности. Весь Эгейский регион находится под влиянием циклона, и метеорологи предупреждают о сохранении риска сильных дождей и гроз.
Власти по всей Греции призывают жителей и туристов проявлять максимальную осторожность и следить за официальными предупреждениями о погоде в связи с сохранением нестабильной ситуации. Вчера на Солнце произошла серия из как минимум 5 вспышек класса М, предпоследнего уровня мощности, что стало первым подобным событием за почти 2 недели. Активность связана с появлением новой мощной группы пятен, которая, по данным лаборатории солнечной астрономии, постепенно поворачивается в сторону Земли. Самой сильной стала вспышка класса М5,9, которая вызвала умеренное отключение радиосвязи над Тихим океаном. Эта активность исходит от нового солнечного региона, которому присвоен номер 4294. Специалисты отмечают, что текущая частота М-вспышек довольно высокая. По словам ученых, выбросы корональной массы, сопровождавшие некоторые из этих вспышек, пока не способны достичь нашей планеты, поскольку группа пятен еще не находится на линии Солнце-Земля. Однако астрономы призывают продолжать пристальное наблюдение за регионом 4294. По мере вращения Солнца вспышки из этой области могут начать представлять опасность для геомагнитного поля Земли. Специалисты указывают, что хотя текущая активность проходит мягче, чем сильнейшая магнитная буря 3 недели назад, потенциал для серьезных геомагнитных штормов в будущем сохраняется. В случае, если вспышки произойдут, когда активная область будет направлена прямо на нашу планету, они могут вызвать нарушения в работе энергосистем, а также спутниковой и радиосвязи. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. Сильнейший ливень, обрушившийся на популярный курортный район Чешме в турецкой провинции Измир, привел к масштабным подтоплениям и транспортному коллапсу. Интенсивность осадков оказалась аномальной для конца ноября и привела к чрезвычайной ситуации в прибрежном городе. Дождь начался во второй половине дня и достиг пика к вечеру. По данным турецкой государственной метеослужбы, за несколько часов выпало до 55 мм осадков, почти половина месячной нормы для ноября в регионе. Хлынувшие по улицам потоки воды образовали бурные реки глубиной до 30-50 сантиметров. Сильный ветер до 50 км в час способствовал быстрому стоку воды с холмов в низины города. Наводнение парализовало движение в городе. Ключевые дороги, включая бульвар Ататюрка, улицу Хаджи-Мимиш и прибрежную трассу Д-550, стали непроходимыми. Образовались пробки длиной до 5 километров, несколько автомобилей оказались заблокированы. Общественный транспорт задерживался на 1-2 часа, а паромы между Чешмой и Хиосом временно отменили рейсы из-за штормового предупреждения. Из-за разгула стихии пострадали жилые и коммерческие объекты, затоплены около 50 магазинов и 20 квартир на первых этажах. Подтоплены подземные парковки и подвалы, особенно в районах замка Чешмы и Илика. Муниципалитет Чешмы оперативно задействовал 10 бригад с мощными насосами для откачки воды. К работам подключились волонтеры и пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет. Метеорологи продлили оранжевый код для Измира до 1 декабря. Ожидается до 20 мм осадков с риском повторных подтоплений в прибрежных зонах. Сильные дожди и грозы, обрушившиеся на южноафриканскую провинцию Лимпопо, привели к масштабным наводнениям и серьезным разрушениям жилого сектора. Накануне непогоды метеорологи выпустили предупреждение желтого уровня о грозах и внезапных наводнениях, которые впоследствии охватили Лимпопо и северную часть провинции Квазулу-Натал. Интенсивность осадков достигла критических значений, местами выпало до 50-100 мм воды за несколько часов, что эквивалентно месячной норме для региона. Это привело к переполнению рек и стоков. В Дифале, низинном районе с неразвитой дренажной системой, вода поднялась до 1–1,5 метра, смывая мебель, документы и личные вещи.
В результате около 250 человек лишились крова из-за затоплений. В соседних деревнях, входящих в состав муниципалитета Фитак-Гома-Туба, повреждено не менее 20 домов. Местные власти и Центр управления чрезвычайными ситуациями оперативно отреагировали, эвакуировав пострадавших во временные убежища, организованные в школах и церквях Бургерцфорта. Им была оказана вся необходимая помощь. Национальная метеорологическая служба ЮАР продлила желтый уровень опасности до 2 декабря. В Лимпопо ожидается от 20 до 40 мм осадков. Сохраняется риск повторных наводнений. Климатологи предупреждают, что такие экстремальные погодные явления станут более частыми из-за глобального потепления, подчеркивая необходимость пересмотра ливневой канализации и строительства более устойчивого жилья в уязвимых зонах. Шри-Ланка охвачена масштабным гуманитарным кризисом. Число погибших и пропавших без вести в результате катастрофических наводнений и оползней, вызванных тропическим циклоном Дитва, продолжает увеличиваться. По последним данным Центра управления бедствиями, официально подтверждена гибель 153 человек, еще 191 человек числится пропавшим без вести, что в сумме составляет более 300 потенциальных жертв. Наибольшее число жертв зарегистрировано в центральном округе Кенди. Там погиб 51 человек, 67 пропали без вести. Стихией повреждено или полностью уничтожено около 20 тысяч домов. Более 108 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и переселиться во временные убежища. Отдельные регионы, в том числе Малвани в западной провинции, оказались сильно затоплены. Страна столкнулась с серьезными проблемами в работе инфраструктуры. По официальным сообщениям, около трети территории Шри-Ланки осталось без электричества и водоснабжения из-за обрушившихся линий электропередач и затопленных очистных сооружений. Власти страны ввели чрезвычайное положение по всей стране. К оказанию помощи пострадавшим привлечено более 20,5 тысяч военнослужащих. Этот циклон стал самым смертоносным природным бедствием на Шри-Ланке с 2017 года, когда аналогичная стихия унесла жизни более 200 человек. Власти объявили чрезвычайное положение по всей стране и обратились за помощью к международному сообществу для ликвидации последствий катастрофы. Уровень вулканической опасности для вулкана Пурасе, расположенного в департаменте Каука на юго-западе Колумбии, был повышен с желтого до оранжевого. По данным Колумбийской геологической службы, причиной такого решения стало значительное увеличение частоты и энергии землетрясений, связанных с движением магмы, воды и газов внутри вулканической системы. Эти изменения свидетельствуют о нарастающем давлении и повышенном риске извержения. Власти предупреждают общественность о необходимости избегать района кратера. Текущий уровень активности представляет высокий риск внезапных выбросов газа или пепла, которые могут произойти без предварительного предупреждения. В регионе введены усиленные меры мониторинга, местным жителям и туристам рекомендовано строго соблюдать инструкции экстренных служб и воздержаться от посещения опасной зоны. Северо-восточную китайскую провинцию Хэйлунцзян накрыл мощный и редкий для этого времени года снегопад, который длился около 12 часов. Снегопад был вызван прохождением холодного фронта, пришедшего из Сибири. Китайское метеорологическое управление классифицировало событие как оранжевый уровень тревоги. Холодный фронт опустил температуры на 8-10 градусов Цельсия ниже нормы. В Харбине минимальная температура достигла минус 12 градусов Цельсия, а в северных районах до минус 18 градусов. Максимальная высота снежного покрова была зафиксирована в деревне Бэйцзи. Там выпало рекордные для сезона 32 сантиметра. В Харбине, столице провинции с населением свыше 5 миллионов человек, образовались многокилометровые пробки на основных магистралях. Дорожные службы мобилизовали 24 тысячи человек для расчистки улиц. Аэропорт Харбин-Таопин задержал или отменил около 150 рейсов. Возникли перебои и в работе железнодорожной инфраструктуры. 51 пассажирский рейс был приостановлен на линиях Харбин-Муданьцзян и Харбин-Цицикар. В других городах, таких как Цицикар и Хэган, школы и детские сады закрыты до 30 ноября включительно, общественный транспорт перешел на укороченные маршруты.
Сильная песчаная буря обрушилась на восточное побережье Ливии в субботу. Буря, хотя и является типичным явлением для осенне-весеннего сезона, оказалась необычайно интенсивной. Сильные ветры скоростью до 60-70 км в час подняли тонны песка и пыли из пустыни Сахара и перенесли их на прибрежные города. В городе Тобрук видимость сократилась до критических 50-100 метров, а в окрестностях Аль-Курдаба практически до нуля. Буря парализовала нормальный ритм жизни региона. Аэропорты Тобрука и Бенгази были закрыты на несколько часов, а авиарейсы пришлось перенаправить в Триполи. Критически ухудшилось качество воздуха. В Тобруке индекс качества воздуха достиг опасного уровня. Концентрация мелкодисперсных частиц превысила норму в 20 раз, создав серьезную угрозу для здоровья населения. По данным Ливийской национальной метеорологической службы, буря связана с влиянием средиземноморского циклона, аналогичного тем, что недавно бушевали в Греции. Прогнозируется, что стихия может затронуть другие прибрежные зоны в ближайшие дни. Крупный оползень произошел в пятницу в районе Бени-Ягис в провинции Джиджель на севере Алжира. Причиной стало критическое переувлажнение почвы в результате нескольких дней сильных и продолжительных дождей, обрушившихся на регион. Огромные массы земли и камней сошли со склона холма и заблокировали основную дорогу, проходящую через этот район. Движение транспорта оказалось полностью парализовано, что привело к изоляции нескольких населенных пунктов. Ситуация в Джиджеле и соседних провинциях Буйра и Тизи-Узу остается напряженной уже несколько дней. Регион страдает как от наводнений в низинах, так и от снегопадов и оползней в горных районах. Службы гражданской обороны и местные власти оперативно прибыли на место происшествия. Для расчистки дороги и восстановления транспортного сообщения была мобилизована дорожная техника. Информации о пострадавших или разрушенных домах на данный момент не поступало. Власти продолжают призывать жителей горных районов к бдительности и рекомендуют избегать потенциально опасные склоны и русла рек из-за сохраняющегося риска новых оползней и наводнений. На сицилийском вулкане Стромболи, известном как «Маяк Средиземноморья», за его почти непрерывную активность произошло новое излияние лавы. В ночь на 29 ноября из северного кратера начал выходить новый поток лавы, который стекает по склону Шара-дель-Фуоко. Активность поддерживается постоянными выбросами фрагментов лавы из жерла. По данным Национального института геофизики и вулканологии, подобные излияния лавы с постоянными стромболианскими взрывами являются типичными для этого вулкана. Стоит отметить, что активность Стромболи в ноябре была особенно заметной. За месяц произошло 4 таких эпизода. И хотя повышение активности считается частью нормального цикла Стромболи, власти продолжают мониторинг ситуации. Для острова действует желтый авиационный цветовой код, что означает потенциальную угрозу для низколетящих самолетов в случае пепловых выбросов. Жителям и туристам рекомендуется избегать опасных зон. В высокогорье украинских Карпат установилась настоящая зимняя погода. На горе Поп Иван Черногорский, одной из самых высоких вершин хребта Черногора, разыгралась метель. Согласно данным с метеопоста, расположенного на вершине, гора полностью затянута густыми облаками, видимость резко ограничена. В регионе дует сильный ветер, температура воздуха опустилась значительно ниже нуля. Эти условия свидетельствуют о полноценном приходе зимы в Карпаты. Спасатели и метеорологи предупреждают туристов о крайне опасной ситуации в горах и не рекомендуют совершать восхождение в условиях нулевой видимости, сильного мороза и ветра. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.